Сегодня мы с вами свяжем яблочко. Я буду вязать зеленым цветом яблоко. Вы можете, если хотите, свяжите красным. Я просто так для палитры связала. Ну, как бы здесь вроде бы такой, хоть и не красный, но этот же оттенок. Решила зеленым связать яблоко, чтобы немного отличались цвета чуть-чуть у фруктов. Вязать буду я вот этим же цветом. У меня нету разновидности палитр, поэтому у меня пока зеленый цвет везде присутствует, как бы один и тот же. Вот. И плодоножку буду вязать коричневым цветом. Коричневый цвет у меня вот такой вот номер цвета. То же самое, та же серия на джинс. 50 граммов, 160 метров. Также крючок номер 2,5. Иголочка для сшивания. Наполнитель синтепон. Вот. Начинаем вязать яблочко. Значит, в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Далее стягиваем колечко и второй ряд 6 прибавок подряд. И в ряду у нас 12 столбиков. Далее мы будем вязать прибавки. Я уже не буду показывать, я думаю, вы знаете уже, да, как вяжем прибавки. Значит, далее у нас будет столбик и прибавка, третий ряд, затем 2 столбика прибавка, 3 столбика и прибавка. И в шестом ряду будет у нас 4 столбика и прибавка. У нас до 6-го ряда идут прибавки друг за другом, поэтому мы вяжем прибавки. Давайте самостоятельно. 4 столбика и прибавка в 6-м ряду. Провязали, значит, такой круг. 6 рядов. 6-й ряд у нас 4 столбика и прибавка. И в ряду 36 столбиков. 7-й ряд вяжем без изменений. 36 столбиков. Не забывайте фиксировать серединку. Продолжаем делать прибавки. 8-й ряд 5 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 42 столбика. 3, 4, 5 и прибавка. 11 ряд вяжем без изменений. 9 ряд вяжем без изменений. 42 столбика. Десятый ряд 6 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 48 столбиков. Я вяжу ряды прибавки со смещением, поэтому я провязываю 3 столбика, делаю прибавку, затем я буду вязать 6 столбиков и прибавка, повторю 5 раз. И в конце у меня останется 3 столбика, которые я довяжу до конца ряда. 11 ряд вяжем без изменений, 48 столбиков. Вязать ряды со смещением не обязательно, это уже смотрите сами. Хотите, вяжите со смещением прибавки, хотите, вяжите просто, как мы вяжем обычно, прибавки без смещения. Значит, 11 ряд, 48 столбиков без изменений вяжем. Двенадцатый ряд 7 столбиков и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 54 столбика. Теперь с 13 по 23 ряд вяжем без изменений 54 столбика. Так, провязали. 24 ряд 7 столбиков и убавка. Теперь мы будем делать убавки. 7 столбиков и убавка. Повторяем 6 раз и в ряду 48 столбиков. Семь столбиков. Убавка за передние стенки петли. И так мы будем делать убавки. Я не буду снимать убавки, потому что
мы уже их делали, что в лимоне, да, вот убавки, то же самое. Здесь мы делаем убавки раз за разом. Значит, 7 убавок, 7 столбиков и убавка, 24 ряд, 25 ряд, 6 столбиков и убавка, затем 5 столбиков и убавка, 4. И так мы будем делать убавки и параллельно наполнять яблоко. Значит, доходим до 31 ряда, в котором делаем 6 убавок подряд. И у нас остается 6 столбиков. Давайте провяжем убавки, наполняя параллельно синтепоном. Итак, у нас осталось 6 столбиков. Отрезаем ниточку побольше. Нам она нужна для того, чтобы придать форму яблоку. Естественный вид. Но для начала мы проденем сквозь все 6 полупетелек ниточку, стянем отверстие. Можно сразу вдеть иголочку, потому что нам нужна будет в дальнейшем иголочка. Вот, продеваем сквозь все 6 полупетелек. Это уже вторая. Три, 4, 5, 6. Стягиваем отверстие. Теперь вводим нашу ниточку, иголку, выводим вот сюда к серединке. Ну вот, можно вот сюда. Выводим. Мне, конечно, не получится сразу. Я буду в 2 этапа выводить, так как короткая иголка. Итак, вот вывели ниточку сюда. Стянули. Вводим в серединку. И выводим сюда тоже где-нибудь по центру. Итак, вот так вот стягиваем. Можно еще разочек, чтобы лучше держалась, не расслаблялась, чтобы ниточка. Выводим опять сюда, уже с этой стороны, и по центру выведем обратно. Но я имею в виду, вот первый наш ряд, где 6 столбиков стянуты, мы выведем сюда, а потом в центр. Так как мы проделали это пару раз, она уже держит форму, ну, ниточка уже держится, поэтому легче будет ее зафиксировать. Зафиксируем и отрежем. Спрячем ниточку. Итак, все, ниточку зафиксировали, спрятали. Вот. Теперь свяжем веточку. Берем коричневый цвет. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Раз, 2, 3 и 6. Стягиваем колечко. Теперь мы провяжем несколько рядов без изменений 6 столбиков. Итак, наполнили немножечко, наполняем синтепоном. Тут оставим свободно немного, чтобы удобно было пришивать. Ниточку отрезаем для пришивания. Делаем соединительный столбик, чтобы более сравнять край, удобнее было пришивать. Вытягиваем нить. Вот хвостик этот, веточку будем пришивать. Вот так. Она сама может, можно ее так подогнуть чуть-чуть, она будет так держаться. Вот пока мы отложим, давайте сейчас мы свяжем еще один листочек. Я буду вязать из этой же пряжи, так как у меня, еще раз повторяюсь, нету оттенков цветов, например, зеленого, у меня только один оттенок, поэтому мне придется вязать из этого же цвета листочек. Набираем цепочку из 10 воздушных петель. Далее отсчитываем
4 столбика, вернее 4 петелечки от крючка, и в четвертую мы провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. В четвертую провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Далее по цепочке вяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Затем вяжем 2 полустолбика с накидом по цепочке. Раз, два. В последнюю петелечку мы вяжем 1 столбик с накидом. О, простите, 1 столбик без накида. 1 столбик с накидом в эту же. 1 столбик без накида. Это все мы провязали в последнюю петлю. С противоположной стороны мы вяжем 2 полустолбика с накидом по цепочке. Параллельно прячем ниточку. Раз, два. Затем 3 столбика с накидом по цепочке. Раз, два, три. В последнюю петлю мы провяжем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Делаем соединительный столбик с воздушными петлями. Вот находим воздушную петлю крайнюю, делаем соединительный столбик. Дальше обрабатываем лист. Как мы его обрабатываем? Значит, поворачиваем так, вводим посерединке крючок, захватываем ниточку, вытягиваем и делаем как бы соединительный столбик. Далее опять посерединке вводим крючок, захватили ниточку снизу, делали так соединительный. И так мы по серединочке пройдемся, так вот, чтобы серединка была такая более поровней. Захватили и вытянули, ввели крючок в серединку, у нас тут рабочая нить сзади, захватили ее и вытянули ниточку. Ну, листочки можно вязать по-разному, поэтому смотрите, можно посмотреть именно листочки для яблока, можно связать разными способами. Ну и последний. Вот так вот получится у нас. Обработали так серединку. Просто как бы сгладили воздушные петли, которые там у нас. Вот, ниточку я отрежу так побольше немного. Вытянула здесь ниточку. Наверное, в иголочку сразу ставим. Это у нас получится верх листочка. Поэтому нам ниточку надо пропустить вниз. Так вот. Сзади.
мы аккуратненько ее, ту ниточку, донизу. Теперь нам надо будет пришить. Перед тем, как пришивать ножку, веточку, да, мы пришьем листочек к ней. Ну, удобно будет, мне кажется. Сначала листочек пришить, а потом уже и веточку. Находим, как мы хотим пришить ее. Либо здесь. В общем, как вам симпатичнее, так и пришейте. Либо в самом низу. Может быть, вот так вот будет отсюда. Можно так пришить, да? В общем, смотрите, как вам симпатичнее, так и пришивайте листочек. Ну вот, я пришила листочек. Смотрите, я его пришила вот примерно получается на втором ряду, сверху второй ряд. И вот немножечко здесь утянула его, чтобы он получился вот такой вот формы, чтобы не ровный был и не ложился. Если я бы ровно его пришила, он прямо лег бы на ножку. Вот. Теперь пришиваем веточку. И все, и яблочко наше готово. Вот, пришила я веточку с листочком. Теперь яблоко готово.